Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами снова я, бабушка Сонбо. Присаживайтесь поудобней, расслабьтесь, а я вам прочитаю продолжение сказки «Небесное наследие. Три пути к величию». 3 глава. Средний сын небесного императора был горд и нетерпелив, не понимал, почему нельзя все получить сразу и немедленно. Дракон земли был наделен властью быть хранителем почвы лесов и рек. Он обязан был держать в своих лапах плодородие земель. Но сам дракон был излишне нетерпелив. Он не понимал, почему земля требует столько времени, чтобы дать плоды. «Зачем ждать?» – думал он. «Я властен над землей. Пусть же она подчинится мне и сразу». Однажды он проявил нетерпение и вмешался в естественный порядок. Он попытался заставить растения дать плоды в одно мгновение, наполнив землю своей магией. Но урожай оказался слабым и безвкусным. Расстроенный этим поступком своего среднего сына, император-дракон небес принял решение и отправил его на землю в семью обычных крестьян. Дракон земли родился в бедной, но счастливой семье. Держа на руках своего первенца, отец назвал его Джимином. Семья хоть и не имела хорошего достатка, но жила дружно и добросовестно трудилась на земле. Семья жила среди зеленых полей. Отец был пахарем, а мать выращивала овощи на собственном огороде. Излишки они несли на рынок и продавали. Оба родителя трудились на земле и чтили природу. С самого детства мальчик рос среди лугов и рек, помогая родителям в поле и в огороде. Он чувствовал, что он иной. Он слышал, как дышит земля. Он знал, когда будет дождь по запаху воздуха и когда грядет засуха. Его руки чувствовали силу почвы, и в местах, где он работал, растения росли лучше. В народе про таких говорили: у него легкая рука, даже если он воткнет палку в землю, она прорастет и покроется листьями. Став юношей, однажды он решил проверить свою силу. Мать попросила сына прополоть грядки, чтобы дать капусте расти быстрее. Оставшись один в огороде, он сказал сам себе: «Я знаю, как заставить растения расти быстрее». Он опустился на колени, коснулся ладонями земли и направил в нее свою силу. Едва заметное свечение прошло по почве, и вскоре молодые всходы начали стремительно подниматься вверх. «Получилось!» – радовался он. Но через несколько дней ростки начали вянуть, их листья пожелтели, стебли ослабли, и на земле появилась сухая корка. Почва очень быстро отдала все свои силы и истощилась. Люди остались без урожая, ведь энергия дракона распространилась на многие километры. Молодой парень недоумевал, почему земля перестала давать урожай. Чтобы почве снова стать плодородной, ей нужно было время для восстановления.
Родители Джимина остались без средств к существованию, и оба заболели. В этой деревне жила девушка по имени Пак Юна с добрым сердцем. Она заботилась о животных, сажала цветы у дома и ухаживала за своими престарелыми родителями. Она часто говорила: «Если любишь что-то по-настоящему, нужно дать ему время, чтобы раскрыться». Джимин любил ее, но не осознавал этого. Он хотел, чтобы она всегда принадлежала ему. Однажды он сказал ей: «Ты должна быть только со мной». Но Пак Юна грустно улыбнулась и ответила: «Я не принадлежу только тебе. У меня есть родители, и я должна быть рядом с ними. Любовь не плен, ее нельзя силой удержать». Девушка ушла, оставив его одного с его гордостью. Когда родители девушки умерли от голода, она ушла из деревни в поисках работы. Многие в те голодные времена ушли искать лучшей жизни в другие места. Земля потрескалась, и пришла засуха. Весь скудный урожай тоже погиб. Джимина настигло горе. Его родители заболели и лежали дома. Как и многие жители деревни, Джимин ухаживал за ними, но однажды утром понял, что они больше не проснутся. Только после смерти своих земных родителей он понял, что натворил. Молодой человек изо всех сил пытался воскресить почву, но на этот раз он вспахивал землю и закладывал туда сухие ветки, листья, траву. Из своего печального опыта он понял, что нельзя торопить землю. Он остался один в деревне, и только спустя несколько лет он осознал, что даже величайшая сила не способна отменить законы природы. Прошло много лет. Земля вновь стала плодородной. Люди стали возвращаться в родные места и возделывали землю вместе с Джимином. Он стал мудрым земледельцем. Он больше не пытался подчинить землю, а работал с ней в гармонии. Однажды, в особенно плодородный год, он вышел в поле, закрыл глаза, почувствовал огромную силу. В этот миг его охватило странное чувство. Его воспоминания вспыхнули в сознании. Он вспомнил, кем являлся на самом деле. Он дракон земли, что когда-то думал, будто может повелевать природой. Теперь Джимин знал, земля дает плоды только тому, кто терпелив. Любовь раскрывается только если ее не сковывать. Потеря учит то, что тебе дорого каждый миг, оберегай и цени. Он также вспомнил слова своей возлюбленной: «Если любишь цветок, ты ухаживаешь за ним, но если сожмешь его в руках, он погибнет». Джимин услышал голос с небес: «Ты прошел путь, познал терпение, труд, любовь и утрату. Возвращайся домой». Вспыхнул свет, и перед крестьянами взмыл в небо огромный бирюзовый дракон. Его силуэт исчез за облаками. В небесном дворце его ждал отец, дракон небес. Отец произнес: «Ты не просто вернулся, сын мой, ты стал мудрее и сильнее, чем прежде». Люди говорили, что в урожайные годы в небе можно увидеть силуэт великого дракона, парящего над полями.
Дракон земли, рожденный в теле человека, познал терпение, любовь и горечь утраты. Теперь он научился ценить труд и время, понимать, что все в мире живет по своим законам, и теперь он должен эти законы соблюдать в едином ритме и брать от нее ровно столько, сколько она дает, но не больше. Отец, дракон небес, продолжая смотреть на своего вернувшегося сына, добавил: «Ты прошел свой путь, сын мой, ты познал природу и сердце человека. Пришло время взять правление земли в свои руки». Все небесные жители поклонились ему, признавая эту мудрость. Дракон земли склонил голову в знак смирения. И тут раздался женский голос. Он произнес: «Терпение и труд приносят плоды. Заботься о земле, и она вознаградит тебя. Если любишь что-то по-настоящему, нужно дать ему время, чтобы раскрыться». Джимин поднял голову, посмотрел в ту сторону, откуда доносился голос. Он был ему очень знаком. Юноша увидел свою возлюбленную из мира людей. Это была принцесса, дочь дракона грез. Ее отец только что с драконом небес обговорили их помолвку. Продолжение следует. Мои дорогие друзья, поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий и не забудьте нажать на колокольчик. А я вас буду ждать в следующем видео, ведь я всегда рада вам